Что думает о тебе мужчина, о котором ты постоянно думаешь? Общий расклад Таро на загаданного мужчину, на любовь, на отношения, мысли, чувства, планы, действия и все, что выйдет в потоковом чтении гадания на картах Таро сегодня на любовь и отношения. Скорее всего, это, конечно же, гадание для женщин, но мужчины также могут посмотреть этот расклад Таро для себя со своей мужской стороны. Друзья, настраивайтесь на себя, на свои отношения, на свою ситуацию. И я, Алехандро, свечу зажигаю. Общий расклад Таро, что чувствует к тебе мужчина, о котором постоянно думаешь. На вопросы отвечаю. Свече гореть, правде быть, друзья. По традиции мы начнем с того, что посмотрим ситуацию вашу и вообще, что скажут карты Таро о вас, да, о ваших отношениях. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на загаданного мужчину. И будем смотреть. Давайте посмотрим, что действительно видят карты Таро в ваших отношениях. Смотрите, здесь влюбленные, да. То есть любовь, вот как это ни называется по-вашему, любовь выглядит именно так. И высшие силы видят ваши отношения как влюбленных, любящих друг друга и делающих выбор. Иногда, конечно, в этой карте бывает и третий элемент, да, но смотрите, я здесь его не наблюдаю. Я здесь наблюдаю более-менее материализованную женщину и образ материализующегося мужчины. Поэтому смотрите, я вижу здесь, что женщина определилась уже вроде бы как, а мужчина только пытается проявляться в этих отношениях. И если женщина уже проявилась, то мужчина только пытается это делать. Окей, любовь она такая, да, как говорится. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим дальше, что еще видят высшие силы в вашей ситуации. Смотрите, они видят перспективу, и как бы вы не смотрели на свои отношения, и как бы вы не относились к этим отношениям, высшие силы дают вам как будто бы обещание, что если вы будете прикладывать усилия к этим отношениям, в том числе и вкладываться в эти отношения, то, скорее всего, они дадут какие-то определенные плоды. Тройка пентаклей тоже может намекать на кого-то третьего в отношениях, но, тем не менее, пока что я не буду говорить о том, что есть кто-то третий лишний. Вот если прям 3 кубка выпадет сейчас, следующей карты, тогда, естественно, мы с вами будем подозревать, что есть кто-то третий в этих отношениях. Давайте посмотрим, что еще видят карты Таро в ваших отношениях сегодня. Вижу императрицу, вижу красивую женщину. Обычно это женщина, мать чьих-то детей. Обычно эта женщина, она ухаживает за мужчиной. Она обычно красива, сильна. И, скорее всего, это ваша карта. Почему? Потому что здесь вот эта вот женщина, да, она уже материализовалась. И эта женщина здесь материализовалась. Поэтому я думаю, что это вы и это вы. Но если вы гадаете на треугольника, таковые здесь есть. Но смотрите, здесь по знаку зодиака определяйтесь. Это телец, а это близнец. И это воздушная стихия, но это земная. Тем не менее, вы своему мужчине очень нравитесь. Своей красотой, добротой, женственностью, а также каким-то, возможно, таким аспектом материнским, да, где вы действительно вот рядом с вами мужчина, он спокоен,
силен, спокоен, и где-то, может быть, даже, я так предположу, что он подпитывается вашей энергией. Ну, хорошо это или плохо, не знаю, смотрите по самочувствию. Может быть, это действительно хорошо, может быть, это не так хорошо, как хотелось бы, да, но тем не менее, я скажу так, в вашей ситуации вы являетесь ресурсом, а мужчина пока что только материализуется, да. Вы знаете, есть эта карта, и она говорит о том, что вы не знаете, что с этим делать. Вот не знаете, и все. Такое ощущение, что здесь нужно принимать решение, что как будто бы, знаете, ситуация вроде бы как открыта, может быть, и есть перспектива какая-то, и отношения развиваются. Но смотрите, вот центральная карта здесь императрица, и она такая, знаете, застойная, как будто бы отношения остановились и дальше никуда не двигаются. И вот здесь вот нужно приходить к какому-то решению. А к какому решению вы пока не знаете, не понимаете, не видите, да? Ну, то есть, как минимум, не понимаете и в дополнение ко всему еще, может быть, и не видите, окей? Хорошо, и да, действительно, отношения могли изначально вроде бы как пойти, так знаете, так, да, по нарастающей, так вроде бы классненько, так все, да, а потом так хлоп, и притормозились, да, эти отношения. Ну, давайте посмотрим. Пока что я инсайты не хочу здесь, да, вот отсвечивать. Давайте посмотрим на перспективу, что обещают вроде бы как вам эти отношения пока, да, но они в контексте того, что происходит. В контексте того, что происходит, что обещают вам эти отношения. И смотрите, здесь фактор непредсказуемости, здесь выпадает аркан шута. Шут всегда у нас проведение духа, игрок духа, и вам эти отношения постоянно преподносят какие-то сюрпризы и обещают что-то новенькое. Но что новенькое? Постоянно что-то новенькое, что-то непредсказуеменькое, вот такое вот красивенькое. Ну, давайте так скажем. Вот вы вроде бы как имеете чувства друг к другу, вроде бы как и вы и влюбились, вроде бы у вас как все и неплохо, но постоянно что-то происходит, как знаете, как снег на голову, к сожалению, да. И предугадать, что будет дальше, вам действительно тяжело. Вам действительно тяжело. И вот по этой карте вам только и остается делать, что смириться с тем, что на будущее у вас фактор непредсказуемости. Но это вот ситуация на здесь и сейчас. Да, мы от нее отталкиваемся и задаем, давайте зададим духу вопрос. Да, вот как дух или высшие силы, именно с точки зрения духа, который ведет вас по этим отношениям, ну как он видит эту ситуацию, да? Как дух видит эту ситуацию? Ну, смотрите, здесь дух видит ситуацию неторопливо, да, то есть нельзя торопиться в этой ситуации. И я скажу так, дух вам подсказывает полагаться на свои чувства, но и заботиться. Дух видит в вас именно женщину, которая может позаботиться, как мама, да, то есть, ну, в таком стиле. Здесь императрица аспект матери, и королева кубков это аспект матери, что тут так выпадает. По-другому ж я не скажу, здесь же не короли выпали, а то вы сейчас начнете опять мне заботиться, не опять, а снова. Как-то так, да. Но, смотрите, дух видит здесь заботу. И если действительно забота ваш конек, то почему бы и не делать этого? Почему бы делать это? Есть мотивом, возможно, продолжение, одухотворение этих отношений. Поэтому напишите,
забота – это ваш конек или это слабое место ваше. И можете отследить, да, действительно, нужно ли вам прорабатывать заботу или наоборот у вас забот не в проворот, да. Ну и тогда, может быть, действительно вы нуждаетесь в том, чтобы заботились о вас. Вот напишите, как вы считаете, о вас надо заботиться или это вы умеете заботиться, и забота действительно ваш главный конек или конь, да. Хорошо, а теперь мы переходим к неким таким, давайте скажем сперва инсайтам и засветам, да, таким подсказкам. Давайте посмотрим. Вот этот мужчина, который материализуется здесь, он действительно вас любит. Любит ли он вас в действительности? Любит ли он вас в действительности? А то вы уже материализовались, вроде бы как открылись, а он что-то никак не открывается, да? Такой вот он, да. Пятерка кубков. Ну, смотрите, карта достаточно сложная, да, и она о том, что он, знаете, он не то, что любит вас здесь, он страдает по вам. Страдает. Но это страдание, оно связано с прошлым. И если бы прошлое его не тяготило, то тогда бы он по вам, может быть, и не страдал бы. Поэтому, смотрите, он перед вами готов встать на колени, готов плакать, может быть, даже, да, страдать открыто, да, не бояться своих чувств. Но разве так проявляется любовь? Скажите мне, ну разве так проявляется любовь? Нет, конечно. Да, можно страдать сообща, можно страдать вместе, но нужно понимать, по какой причине вы страдаете, да. И обычно, если страдание затягивается, а здесь оно может быть затяжное, скорее всего, по пятерке кубков, то здоровой любовью это не назовешь. Давайте так, он испытывает к вам чувства, но тяготы прошлого до сих пор догоняют его, обоє кажуть у нас наздожинають його. Да? Ну, добре. Давайте посмотрим. Хорошо, а в перспективе тогда что? Если место для разворота этой любви с его стороны для большего раскрытия, если он сейчас зажат в тиски прошлого, да, то может ли он открыться более, эмоционально более широко и с точки зрения позитива, а не с какого-то страдания, да? Давайте смотреть. Да, потенциально может он раскрыться, и это может быть, так сказать, партнерством, да, и ему нужно успокаиваться. То есть, если он действительно неспокоен и пребывает в каком-то психоэмоциональном или в эмоциональном раздрайве, то да, это возможно в перспективе. Вот тройка пентаклей, если ситуация будет развиваться, то он, успокоившись, отпустив какие-то моменты прошлого, он может более в спокойной обстановке, более открыться и дать вам понимание и тоже со своей стороны спокойствие в том, что, возможно, ваша забота здесь играет роль, да, вот эта карта. Но, возможно, ваши чувства, ваше умение поддерживать, да, на уровне глубин души. Потому что не каждая женщина может на уровне глубины души поддержать. Не каждая, к сожалению. А может быть и к радости для того, чтобы мужчины понимали, что все женщины разные. Да, как-то так. Окей, нравится мне сегодня эта императрица здесь, она такая ресурсная, и у меня такое ощущение, что именно женщина здесь вытягивает весь расклад или берет, в хорошем смысле слова, ответственность на себя в этом раскладе, да, за успех. Окей.
Хорошо. Давайте посмотрим теперь. И зайдем на поле ваших ресурсов, на поле этой императрицы. И спросим, в чем ваш главный козырь в этих отношениях? В чем ваш главный козырь, главный ресурс? Да? Главный козырь и ресурс ваших отношений – это то, что вы можете быть целителем. Вы ресурс здесь. То есть главный ваш козырь и ресурс – это деньги, здоровье, забота и все, что касается того, что у вас есть, а у него нету. В том числе деньги и здоровье. Но и также ваш козырь – это умение находить где-то относительно простые выходы из достаточно сложных ситуаций. Это вполне здесь возможно. Окей. Хорошо. Я хочу теперь спросить по этой карте и, получить некий инсайт здесь. Давайте спросим, чего вы не замечаете в этих отношениях, да, двойку мечей. Даже нет, не то, что вы не замечаете, а с чем вам нужно смириться в этих отношениях. С чем вам нужно смириться в этих отношениях? С чем нужно смириться? С инфантильностью мужчины. Да, с его инфантильностью и с его, может быть, где-то неготовностью открываться пока что эмоционально. Именно там «я тебя люблю» или «я без тебя не могу жить», да. Или в каком-то более жестком и серьезном проявлении. То есть мужчина здесь инфантильный, и с этим нужно смириться. Пока для чего-то это вам нужно. Хорошо. Но для чего тогда вам это надо? Давайте спросим. Вот есть здесь дурак, это да. Он же, допустим, дух. И он же инфантилизм, да. Вот для чего вам это нужно, этот инфантилизм? Что он дает вам? Что они дают вам, эти отношения? Кроме того, что вы теряете, да? Кроме того, что вы ресурс отдаете свой, в том числе деньги. А шестерка кубков, как же ты ее еще назовешь? Забота. А вот это уже больше похоже на какие-то кармические ваши отработки. Смотрите, я вам так сказал, вы умеете заботиться, а здесь прямо карта заботы. Шестерка кубков. И как бы вы ни крутили, никак иначе, чем заботой, эту карту не назовешь. Поэтому, смотрите, здесь эти отношения вам как бы важны, нужны для того, чтобы вы реализовали свою кармическую отработку в роли женщины и в роли матери в том числе. Потому что даже если мы возьмем эту карту не как мужскую, то ваш мужчина, он прямо как ребенок. Почему? Да он здесь вот реализуется только, да, вот в этой карте у нас в самой первой нашей с вами, в самом первом нашем с вами проявлении мужчина был нереализованный, да. Поэтому все окей, все логично пока что. Давайте посмотрим, сколько времени, по мнению духа, а он у нас сегодня в гостях рядышком со своей позицией, кстати, прямо на своем месте. Сколько времени уйдет на возмужание этого инфантильного мужчины? Сколько ему нужно времени? Или располагаете ли вы этим временем на самом деле? Сколько времени уйдет? Вы знаете, может уйти бесконечно много времени, но это будет длиться до тех пор, пока этот мужчина не получит мощный удар. То есть, или его стукнет, да, чем-то, да, вот, ударит жизнь, да, вот так.
Или если он будет, знаете, вот есть такое понятие, как зона комфорта. Да? И вот до тех пор, пока ты из нее не выйдешь, ты не получишь по лбу, условно говоря, да? Но ты и не получишь этот волшебный пендель, импульс и так далее. Вот до тех пор, пока он будет в комфорте, и сколько на это времени уйдет? Такая карта, вот если в годовом отношении, то в Козероге это может произойти. А если в долгой перспективе, то это может быть и год, не меньше года. То есть его прижмет, условно говоря, только пока он не получит от судьбы какой-то очень мощный удар. Может быть бумеранг, может быть какое-то испытание, благодаря которому он будет стараться вставать, давайте так скажем, в хорошем смысле слова, вставать с колен и становиться мужчиной настоящим, да, а не инфантильным ребенком или пребывать в полупроявленном состоянии. Поэтому у нас такой сегодня полупроявленный, да. Вроде и есть, но вроде бы его и нету, да, вот так. Хорошо. Что он чувствует к вам прямо сейчас, в эту минуту, ваш загаданный мужчина? Настроитесь на себя, на своего мужчину, на свою интуицию. И давайте смотреть. Он чувствует, что он боится. Он боится вас. Представляете? Давайте спросим, почему боится или чего он боится. Его чувство – это страх. Почему и чего он боится? Ничего, а почему он боится? Потому что он еще не возмужал. Он не готов брать на себя ту ответственность, которую берут на себя настоящие императоры. Здесь может быть работа, суды, образование, что угодно. То есть он найдет любую причину, по которой он как бы не соответствует некому совершенному образу мужчины. И это совершенство он для себя постоянно сам придумывает. То он мало зарабатывает, то он не доедает, то он не досыпает, то он не допивает, да, то он не там, вы поняли. То он вот это вот. То есть этот человек, он находит 1000 причин, чтобы не соответствовать идеальному образу, и при этом он, естественно, постоянно чуть-чуть не дотягивает до того образа, который он себе сам придумывает. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, насколько вас хватит, насколько хватит вашего ресурса. Почему? У вас одна карта здесь в ресурсе, вторая как бы не в ресурсе, да? Давайте посмотрим, у вас он заканчивается или у вас еще хватит терпения, да? Но здесь королева жезлов, у вас хватит ресурса, у вас, я не скажу, что это бесконечный ресурс, но каким-то образом, может, вы у него подтягиваете мужской ресурс, как вы это делаете, фиг его знает, может быть, вы управляете его жезлом, его огнем, может, вы его как-то вампирите, может быть, вы его пилите, или тянете из него энергию. Здесь аспект ведьмы, поэтому мужчина здесь, смотрите, женщина может быть такой еще умеющий подвампирить, а почему и нет, да? А почему бы и нет? Почему бы и да? Да? Хорошо. Давайте теперь проверим этого инфантила и спросим его, дорогой наш мужчина, да, ты собираешься здесь наконец-то повзрослеть? Вот он как он, настроен или нет? Да, вот так проверим. Секрет, жрица. Нет, пока нет, не готов. Но не то, чтобы он не готов прямо повзрослеть. Он, во-первых, знаете, мне кажется, он чувствует вашу энергию очень сильно. И за счет этой энергии он и питается. Ведь жрица – это тайна всегда.
И по жрице мы можем, знаете как, делать вид, что не знаем эту тайну. А можем действительно не знать эту тайну. Он не готов взрослеть. Давайте спросим, ему так выгодно быть ребенком? Ему выгодно так или нет? Ну, до какой-то поры ему выгодно. До 40 лет ему будет выгодно, это 100%. Да, ему так выгодно, к сожалению. Видите, кубки, вода. Здесь квадрат воды, и здесь вот такое вот, знаете, как течение. Поэтому, знаете как, к сожалению, в этом раскладе мужчина быстро не повзрослеет. И он будет осознанно или бессознательно затягивать свое взросление. Но при этом он будет транслировать к вам чувства свои. Давайте спросим, почему, несмотря на то, что он, допустим, да, вот как ребенок, почему он так жесток порой с вами? Как дух оценивает его вот эту вот жестокость? Почему, если он вдруг бывает с вами жесток, почему он так жесток с вами? Потому что он таким образом манипулирует вами и получает свое нечестным путем. Или манипулированием, или путем извлечения выгоды. Но так, чтобы это было выгодно ему прежде всего. То есть он таким образом что-то у вас ворует. Это не обязательно ваш ресурс, да, но в конечном итоге он получает свое. Поэтому его жестокость – это его хитрость и часть его хитрого хода по отношению к вам. Да? То есть или чистой манипуляцией, полной манипуляцией, или хитрой манипуляцией. Жестокость – часть его хитрого плана, хитрого хода. Хитрый ход и хитрый план. Давайте посмотрим теперь, что именно он боится именно в вас. Что его в вас пугает? Что его пугает в вас? Ваша энергетика, видите, я не ошибся, у вас, видите, выпадает этот красавец, маг, да, и, ну, это карта о магии, и он боится быть околдован, очарован вами, и он чувствует, что, возможно, вы, ну, не просто ведьма, а просто та женщина, которая, ну, держит его энергетику мужскую, контролирует его мужскую энергетику. А помните, еще недавно я вам показывал эту карту, и вот ваш контроль энергетический, он прямо вот он. Поэтому он чувствует в вас ведьму. И смотрите, я сейчас скажу так. Вот эта вот жрица здесь, это та самая ведьма, это вы ему и закрываете дорогу к взрослению. То есть, чувствуя в вас архетип матери, архетип сильной женщины, архетип мудрой женщины, гармоничной, ресурсной, энергетичной, он получает от вас все, чего ему не хватает. Умело этим пользуется, достаточно бывает жесток. И при этом побаивается того, что вы его к себе привязали какой-то своей особенной энергетической энергетикой. Это ведьмической или магической энергетикой. Ну, смотрите, император. Я хочу спросить теперь, суждено ли ему стать императором при вас? При вашем императрическом величестве. А смотрите, вы как императрица далеко от этого императора достаточно. Ну, относительно далеко. Ну, суждено ли вам увидеть его императором? В роли императора? Да, такое возможно. 4 жезлов, я так скажу, самая краткосрочная перспектива для вас это 4 года.
Поэтому не торопитесь, здесь быстро не будет. Давайте спросим, вот у вас есть жезл в ваших руках, вот эта карта. Давайте спросим, чем именно в нем вы управляете? Вот что именно вы контролируете в нем? Что именно вы в нем контролируете? Что это за жезл? Да, он с вами счастлив. Вы контролируете его счастье. Да, и его эмоциональное состояние. Я еще так скажу, как бы он тут вами не манипулировал, его эмоции под вашим контролем, так что поздравляю, он зависит от вас. Мужчины, если смотрите, вы встряли в эту ситуацию, вы думаете, что это вы манипулируете, а на самом деле это вами управляют, да, но вас контролируют. И есть такая пословица, я иногда цитирую, да, если вы думаете, что вами никто не манипулирует, значит вы попали в руки профессионалов. Вот как раз та самая ситуация, когда женщина здесь профессиональнее манипулирует, чем мужчина. И мужчина по наивности своей думает, что он как бы получает свою выгоду здесь. На самом деле женщина отдает и еще и получает при этом. Отдает много, но получает и контролирует. А женщина — это всегда всесильный контроль. Хорошо, давайте тогда спросим, что по-настоящему закрывает вам дороги в отношениях? Ну, тем или иным способом. Что по-настоящему вам закрывает дороги в отношениях? Ну, смотрите, здесь 4 кубков – это всегда пресыщение. То есть, если вы будете умело делать паузы в отношениях, то, скорее всего, ваши отношения будут развиваться более, может быть, гармонично, может быть, с меньшим количеством остановок. То есть, пресыщение. То есть, вас много и его много, и это реально останавливает. Вот как не парадоксально. А зачем это я говорю? Да, почему-то же идет такой поток. Парадоксально, да. А подарок сально, да. Подарка не хватает вам, потому что сально или аксально. Может быть, надо меньше дарить друг другу, а может, наоборот, побольше дарить. Парадоксально. Хорошо. Смотрите. Здесь рыцарь кубков. Это дружба или нечто большее? Спрашиваем. Дружба или нечто большее? Ну, это, конечно же, это нечто большее. Но это может быть дружба на троих. Может быть. Поэтому аккуратно здесь присматривайтесь и контролируйте. Здесь ваш этот всесильный контроль, он, возможно, не дает ему развивать эту дружбу на троих. Да. Верен ли он вам? Проверяем эту 7 мечей и 3 кубков. Верен ли он вам? Ну, смотрите, он верен вам. Здесь он контролирует свой жезл. Но жезл для него важен. Ну, значит, это признак здорового мужчины. Да, он вам верен, держит свой жезл под контролем, вот, но вам его жезл контролировать тоже стоит, да, то есть доверяй, но проверяй, поэтому так, поглядывайте. Верен, пока верен. Окей. Теперь для тех, кто сомневается и вдруг думает, а не магичит ли он
он, именно мужчина, на вас? Не магичит ли он на вас, да? Давайте посмотрим. Нет ли с его стороны магических движений именно на вас? С вашей стороны тут понятно, вы его держите за жезл крепко, да? А вот с его стороны мы проверяем сейчас вот этого мага. Может магичить. Если вы подозреваете его в магии, то, к сожалению, этот человек, или к радости, может быть, это умеренность, а умеренность это всегда часть алхимии, поэтому да, похоже, но мы опять-таки не делаем здесь диагностик на наличие негативного влияния. Если вы это чувствуете, то лучше это проверять индивидуально, правильно и там, где нужно, а не где попало. Хорошо, подмагичивать может. Хорошо. Вот я теперь хочу спросить. Этот человек вообще для семьи предназначен или нет? Смотрите, искусство и семья. Искусство быть в семье. И мужчина, и император. Может ли он быть искусным членом вашей семьи? А не только кружка, да? Да, может, предназначен. Но, возможно, когда он станет настоящим императором, ну или тем королем жезлов, которым он себя считает, да? Ну, он считает себя королем жезлов, почему нет? Пусть считает. Это хорошо. Вот. Но шестерка жезлов это о победе и о лидерстве. Скорее всего, этому человеку нужно повзрослеть все-таки, да. Это нужно, это нужно. Но некоторые люди так и не взрослеют, да, к сожалению. Хорошо, для семейной жизни он предназначен. А возможно ли с ним семейное счастье? Давайте спросим. Вот как, по мнению карт Таро, высших сил, есть ли здесь возможность семейного счастья? Да? Повешенный. Насилие какое-то прям идет, да? Здесь семейное счастье, в принципе, возможно, если он научится этому. Но для того, чтобы он научился, на это уйдет достаточно много времени и достаточно много сил и средств, к сожалению. Поэтому да, но цена этого счастья может быть безмерно велика. Давайте спросим, стоит ли игра свеч? По-вашему вы знаете сами, а что скажут карты Таро? А стоит ли эта игра, в кавычках, да, я вот так показываю, в кавычках, стоит ли она свеч? Туз мечей, да, игра стоит свеч. Хотите, не хотите, но да, но да. Хорошо, теперь я хочу спросить, давайте спросим. Тройку кубков проверяем и рыцаря кубков. Есть ли третья персона в ваших отношениях? Есть ли третья персона в ваших отношениях? Но я здесь третьей персоны не вижу. Если только это не бывший или бывшая. Поэтому я скажу так. По картам вроде как нет. Если вы знаете, хорошо, имейте это в виду. Может быть, она ему или он ей друг другу уже безразличны. Но третьей персоны я не увидел. Хорошо, если вы знаете, что есть третья персона, вдруг, да, давайте спросим, какое влияние она, эта третья персона, энергетическое оказывает, да, в том числе и магия, да, каким образом или какое она влияние оказывает. Семерка пентаклей, она оказывает сомнительное влияние, сомнительное, но оно и не плохое, и не хорошее, то есть мы не можем знать, какое оно, хорошее или плохое.
То есть, да, скорее всего, это влияние есть, но оно то получается, то не получается. То есть какие-то импульсы. И так сказать, что это какой-то фанатизм прямо, но я бы не сказал. То есть очевидного результата это влияние пока что не принесло. Так что, ну, эта карта может указывать на деревенскую магию, но только очень косвенно. И поэтому проверять нужно на личных раскладах, на личных не раскладах, а на личных диагностиках. Не путайте расклады с диагностиками. Хорошо, давайте немножечко такой блиц по потоку, да, блиц-поток на перспективы ваших отношений. Ну и давайте спросим все-таки. Первый вопрос. Есть ли смысл продолжать эти отношения? Да, но только если вы в абсолютной тишине по этому поводу не беспокоитесь. То есть, если вы, оставшись наедине с самим собой или с самой собой, четко знаете, что он никуда не денется, то вам для этого нужно четко управлять его энергией. Понимаете, да? То есть, да, если вы спокойно к этому вопросу подходите, у вас нету паники. Вот напишите, у вас есть паника или у вас нет паники. И напишите, я абсолютно спокойно знаю, что он никуда не денется. Или наоборот, я паникую. Мне нужно тогда беспокоиться, да? Ну, как бы. Хорошо. Блиц. Какая мысль о вас сводит его с ума? Ну смотрите, сводит его с ума мысль о вас, что он не сможет вас бросить, что его чувства к вам на самом деле станут еще более сильными, и что он от вас никуда не денется. Вот эта мысль его сводит с ума. Хорошо это или плохо? Давайте спросим. А хорошо это или плохо? Но это не очень хорошо на самом деле. Вот, ну, чем хорошо? Ну, он от вас никуда не может деться, правда? Ведь мы же только что посмотрели, да? С одной стороны, вы контролируете его, но с другой стороны, это может и плохо закончиться. Это не самый лучший исход. Девятка мечей – это уже, давайте так скажем, более усугубленная ситуация, нежели она есть на самом деле сейчас. Хорошо, давайте спросим, может вам его отпустить на все 4 стороны? Или ее? Ну, здесь, конечно, решать вам. Опять-таки, в абсолютной тишине, в абсолютном спокойствии, но здесь весы это 50 на 50. Ни да, ни нет. А почему так? Давайте спросим. Почему ни да, ни нет? Потому что еще может быть не конец. Это не конец еще. Ни да, ни нет. Ни конец, ни начало. Вы где-то в середине. Давайте. Да, весы это где-то посерединке. Да, вы где-то в середине отношений. Не время просто еще. Время не пришло. Еще не был тот. Еще не произошел тот самый фокус, который не удался в ваших отношениях. Да. Факир был пьяный, фокус не удался. Бывает же такое, бывает. Хорошо. Давайте так скажем. Конец или пауза? Спросим. Потому что здесь, видите, конец, а мы проверяем. А вдруг пауза в отношениях? Семерка кубков. Может быть и конец, а может быть и пауза. Вот закройте сейчас глаза и представьте себе, это конец или пауза, и напишите мне в комментариях. И вот то, что вам пришло первое, вот то оно и будет на самом деле. Здесь семерка кубков. То, о чем вы думаете, мечтаете, то и сбывается. Окей. Хорошо. А будете ли вы вместе? Шанс есть. Все зависит от циклов Луны, от вашей женской магии, от вашей мужской магии.
Ну и зависит от чистых чувств, которые не запятнаны никакими темными фазами Луны. Что нужно делать в этих отношениях? Здесь много еще чего вам нужно сделать, и действительно ваши отношения где-то на середине, как минимум, поэтому здесь много нужно прикладывать сил с двух сторон. Здесь нужно работать, взрослеть, мудреть, получать опыт, обжигаться, страдать и жить. Из этого и состоит жизнь на самом деле. Окей, чего здесь не надо делать? Не надо думать, что все легко поменяется в лучшую сторону. И смотрите, все по пентаклям, и все в десятку превращается. Поэтому скажу так, не надо думать, что само все разрешится, и что без прикладання зусиль все буде well і alright. Ні, так не буде. Само собой все не изменится, только прикладывая силы, ресурсы и так далее. Ну, то есть, если вы все оставите на самотек, то оно превратится в болото. Совет от высших сил. Полагайтесь на свою интуицию, женщины на женскую магию, ну а мужчины будьте бдительны. Как бы вы лихо не манипулировали, скорее всего, женская энергия и женская власть под названием веды или ведьмачество уже взяли вас под собственний контроль. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па!